Я постараюсь больше не растекаться так мыслью по древу и выражать свои мысли четко, ясно и по возможности коротко. Вопреки распространенному мнению, мы тут на нашем филфаке не только книжки читаем. И вот на одной из пар, которая не подразумевает чтение книжек, мы разбирали структуру текста как предмета перевода. Преподаватель показывал нам, как разбивать текст на секции, на разделы, как понимать, где заканчивается одна мысль, начинается другая, как они между собой связаны, в какой иерархии они находятся между собой, и, соответственно, как все это перевести, чтобы вот эта вот структура текста не утратилась, и вместе с ней, чтобы не утратилось и правильное восприятие этого текста на языке перевода. Так вот, весь этот разбор текста по кусочкам, по разделам, что-то сильно закинул меня во флешбеки времен музыкальной школы, и я поняла одну очень интересную вещь. В музыкалке на фортепианном отделении, где я, собственно, училась, надо было каждый год играть программу, то есть определенный ряд произведений. То есть ты такой выходил на сцену, играл это все, и тебе потом говорили, дно ты или не дно. И вся эта экзекуция называется академ. Так вот, в этой программе всегда был обязательный пункт «крупная форма». Ну и по названию, в принципе, понятно, что крупная форма – это довольно-таки объемное произведение со сложной структурой, которую нужно понимать, чтобы правильно это произведение играть. И каждый раз разбор такого произведения начинался не с того, что ты приходил такой в класс и тыкал пальчиками в клавиши, а вы с преподавателем садились вместе и тыкали в нотки карандашом, размечая, где начинается одна часть, заканчивается другая часть, как внутри этих частей соотносятся между собой партии. В общем, вы поняли суть. Музыкальное и переводческое ремесло имеют между собой гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. И эта мысль мне пришла в голову, но, конечно, одна вот такая параллель, которую я резко почему-то установила, не доказывает эту мысль. Поэтому я подумала еще и надумала. И музыканту, и переводчику нужно иметь огромный багаж около практических знаний и быть нормально так подкованным в теории. Причем вся эта инфа должна быть записана вот прямо на подкорку, а не применяться абсолютно сознательно. Только тогда, в нужный момент, а этот нужный момент может наступить вообще внезапно, у профессионала получится извлечь какую-то вот эту часть инфы, которая у него там записана, и применить ее, ну и, собственно, быть на коне. Для переводчика таким моментом может стать, например, ситуация, когда он рандомно не расслышал, чем закончил фразу спикер, но логика, знание, опыт, знание клише, знание терминологии и фактов по теме, на которую спикер говорит, в принципе, подсказывают ему, как эта фраза в теории может закончиться, и помогают обрывок этой фразы восстановить. Для музыканта же такой ситуацией может стать случай, если он рандомно забудет текст произведения, пока он его играет. Такое бывает. И тогда знание гармонии и знание структуры, по которой произведение строится, в принципе, помогут ему хоть как-то худо-бедно чего-нибудь закончить так, чтобы не повисать в воздухе, и чтобы у наивного слушателя не осталось впечатления, что что-то пошло не так. Да и вообще в обеих сферах все очень сильно завязано на терминах. Там, где случайный читатель видит просто набор предложений, и там, где музыкант-любитель-самоучка видит просто последовательность нот, профессиональный переводчик и профессиональный музыкант видят такое стратегическое поле боя, изрезанное знаками и указаниями. Сделай то, сделай вот так и вот таким вот образом. И очень часто эти указания даны не прямо, не в лоб, а их нужно выискивать между строк. Так что технари могут завалить, если они хотели сейчас сказать, что у них все то же самое. Нет, ребят, у вас все немного не так работает. Ваши инструкции и алгоритмы – это другое дело. Потому что, я думаю, вы согласитесь, что цифры и механизмы гораздо более предсказуемы, чем человек и поток его творческого сознания. Одно из самых ярких проявлений профдеформации переводчика, а она уже и ко мне так потихоньку подкатывает, это ситуация, когда тебя просят перевести какое-то отдельно вырванное непонятно откуда слово, а ты начинаешь визжать, пищать, пыжиться: «Дай мне контекст, я без контекста не могу перевести». Так вот, чем больше ты переводишь, тем больше понимаешь, что невозможно перевести просто отдельно взятое слово без контекста, потому что его значение
зависит всегда от окружения его, от текста, от его тематики, от положения в тексте в предложении, вообще от очень многих факторов, алло! А теперь, уважаемые музыканты, особенно те, кто играет в каких-нибудь ансамблях или оркестрах, вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, что вы делаете первым делом, когда начинаете репетицию? Эй ты, пианист, дай мне ля! Или ми, если вы из этих гитаристов. Разумеется, ведь от строя зависит, очень многое, практически все. Как же вы будете играть, если все инструменты настроены по-разному? А как вы будете переводить книгу рецептов, если работает над ней 5 переводчиков, и один переведет слово instructions как инструкция по приготовлению, а другой как способ приготовления? Будет ли это красиво? Нет. Так чем же тогда строй музыкальный не контекст? Дай контекст, дай мне ля. Еще отдельный вопрос к пианистам, кстати. Ребят, вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз играли на старой развалюхе, рассохшейся, где строй был вообще непонятно где, и вам казалось, что вы играете не Моцарта, а какого-то, Шонберга, потому что ля там была примерно 430 Гц. Я с вами, одна из вас. И есть еще один общий закон, который объединяет музыку и перевод. И самое интересное, что все этот закон прекрасно знают, прекрасно понимают, но почему-то он все равно очень многих людей вгоняет просто в панику какую-то. Закон состоит из 2 частей. Чтобы начать что-то делать, нужно начать. Ты не будешь петь, пока ты не запоешь. Ты не будешь играть, пока ты не заиграешь. И ты не будешь говорить, пока не заговоришь. И можно знать хоть всю лексику и все времена, но какой в этом толк, если ты не говоришь? И можно знать хоть всю теорию музыки, все правила, но при этом все еще не играть как Рихтер. Ваш тормоз – это все эти ваши «я не могу это перевести» и «да я просто не умею читать с листа и никогда не научусь». Научишься, если начнешь. И будешь это делать часто, пускай понемножку, но часто и постоянно. Все это приходит исключительно с практикой. Да, я знаю, что это, в принципе, универсальный закон для всех областей, не надо тут ничего не говорить, я понимаю это прекрасно. Просто почему-то именно вот в этих областях очень часто я сталкиваюсь с людьми, которые начинают вот эти все фразы типа «Ой, я не могу» и «Ой, у меня не получается». Когда ты начал, не останавливайся, вообще никак, ни на секунды, обратной дороги нет, все, сбился, бывает, проехали, играем дальше, что-то не расслышал, да пофиг, но растеряться, резко остановиться – это фиаско. Братан, простите, старый мем. Но лучше сохранять совершенную уверенность и делать вид, что ничего не произошло, и вот тогда все прокатит. Вы потом придете домой, поплачете, поработаете над собой, в следующий раз получится лучше. Или не получится. А я, в общем-то, вот все сказала, что хотела. Если вдруг вам мало, можете посмотреть еще вот видяшечку, где мы с Валерой поем. Да, я знаю, что качество видео там отвратное, но мы старались. Мы старались страдать. И если вы посмотрите, пожалуйста, напишите мне потом, расскажите, как вам наши страдания и старания. А еще я завела новый тамблер зачем-то и, честно, пытаюсь его красиво вести. Датский декаданс еще есть. Да, все. До свидания.